Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня у меня в руках строительная техника. Я очень давно хотела собрать именно бетономешалку на шасси КАМАЗ. Ведь чуть ли не каждая бетономешалка, которую я вижу в городе, это именно такая. И мне хотелось запечатлеть этот экспонат. Давайте вместе со мной строить эту модель. Передо мной лицензионная модель АВД КАМАЗа. И как я это узнала, по синему оформлению коробочки. АВД тем самым гарантирует нам сходство с реальным прототипом довольно точно. Интересно, что этот КАМАЗ с бетономешалкой, с израильскими номерами, реально где-то в Израиле колесит по бездорожью. Не знаю, насколько это реально или нет, но довольно интересный получился сюжет. А купить все новые модели от АВД можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что теперь новинки можно купить по предзаказу. То есть теперь не надо дежурить на их сайте в надежде приобрести популярную модель. А это значит, что интересные новинки достанутся всем желающим. Оформляя свой первый заказ по этому промокоду, вы не только получите скидку в 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Этот КАМАЗ выходил у АВД вне анонса, и его довольно быстро раскупили, в том числе и я. Так что найти такую модель сейчас, наверное, будет довольно сложно. Но в этом и интерес моего видео. А на обратной стороне тут представлены разнообразные КАМАЗы. Например, вот эти два вышли практически совсем недавно. И они тоже, возможно, окажутся у меня на сборке. Потому что они у меня тоже есть в запасах. Итак, давайте приступать к сборке этой замечательной бетономешалки. Предлагаю познакомиться с деятельностью независимого разработчика TU3D. На его канале вы станете свидетелем сборки масштабных моделей, разработанных автором. И также вы сможете приобрести файлы и испытать свои силы в искусстве 3D-печати самостоятельно. А сейчас на этапе завершения проект мотоцикла с коляской. И уже совсем скоро стартует следующая разработка. Какая? Пока что остается тайной. Единственное, что нам известно о проекте, там снова присутствуют два колеса и немецкие корни. Переходите по ссылке и поддержите просмотром независимого разработчика. А сборка любой модели от АВД – это довольно легкий и быстрый процесс. Единственная сложность – это работа с суперклеем. Да, детали из специфического пластика в наборах АВД. Я соединяю их с суперклеем. Обычный клей для моделей такие детали клеит очень плохо. Грунтую я аэрозольным грунтом от фирмы «Звезда», и я долго искала адекватную альтернативу грунтам от Tamiya, и вроде бы я ее нашла. Такой грунт можно купить на модельной лавке, а также и на любом другом маркетплейсе. Самый главный недостаток такого грунта, да и вообще любых красок в баллончиках, это очень большой расход. Но в принципе грунт можно стравливать в аэрограф и красить более экономично, но мне такой способ не очень нравится. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Boosty. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Boosty. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. Настройку бетоносмесителя я покрашу красками от Мачете. Я смешала два цвета – оранжевый и сигнальный оранжевый. И получила примерно такой оттенок, который мне показался адекватным для такой надстройки. А кабину я начала красить с передней облицовки. Она должна быть белой, и я хочу сделать характерную для КАМАЗов двухцветную окраску. И тут я использую прекрасный белый цвет от красок Мачете. У водных акрилов такой плотный белый цвет никогда не получится, а у спиртовых он получился блестящим, ровным и плотным одновременно. После высыхания краски это происходит гарантированно только спустя сутки, но на практике бывает, что даже немножко раньше. Масками из модельного скотча от фирмы Machete, сюрприз, ведь Tamiya же ушла, я закрою переднюю облицовку кабины. Насыщенным зеленым цветом я покрою кабину КАМАЗа, и судя по фото, которые я нашла в сети, такая комбинация цветов вполне уместна. И да, я давно не делала грузовиков такой веселой окраски. Обратите внимание на очень удобную держалку модели. Я долго думала, как можно удобно держать модели во время окраски. С танками все понятно, у меня есть специальная танкодержалка, а вот с грузовиками все не так просто. Закрепить их на магнитах довольно сложно, особенно так, чтобы не оставалось непрокрашенных участков. И в руках держать тоже не вариант, а располагать на поворотном столике тоже неудобно, так как нижние части будет сложно окрасить, не касаясь модели руками. И тут мне на выручку приходит втулка от туалетной бумаги. И я нашла новое применение легендарной детали, хотя тут больше подойдет картонная втулка от бумажных полотенец. Я ее обрезаю по размеру, и у меня получается удобная держалка, которая подходит почти для всех видов кабин. И самое главное, втулка с моделью может спокойно стоять сама, не опираясь на другие предметы.
И, кстати, многие меня спрашивают, можно ли купить модели героев моих видео. И да, многие модели, над которыми я работаю в видео, можно приобрести. И тем самым вы поддержите мой канал. А для связи пишите либо мне на почту, либо в ВК. Ссылочки есть в описании. А пока сохнет кабина, я займусь окраской кисточкой мелких деталей надстройки, и тут их немного. Например, защитный кожух двигателя бетономешалки. И я не сообразила отдельно покрасить запасное колесо, так что я покрашу его вручную тоже. Такие автомобили мне запомнились довольно в потрепанном виде. И неудивительно, это же строительная техника, и порой условия настройки могут быть не самыми благоприятными. И один из моих любимых приемов состаривания машин – это нанесение сколов при помощи губки для мытья посуды. И я отрываю от губки небольшой кусочек, макаю его в смесь черной и коричневой краски и вытираю почти насухо об салфетку. И такой губкой хаотично я наношу сколы. Кабина КамАЗа высохла, и я могу приступить к одной из самых сложных операций над моделью – это окраска букв КамАЗ. И в принципе это несложно, так как буквы здесь выпуклые, но процесс требует некоторой концентрации. За пылью покрышки стройка, особенно бетонный завод, это всегда пыль. Хоть сам грузовик может быть чистым, но избежать загрязнения покрышек не получится, это точно. И чтобы загрязнение было равномерным и органичным, я загрязню покрышки, не надевая их на диски. Я за кадром обдала модель матовым лаком, так как исходные краски от Мачете слишком глянцевые для такого трудяги. И теперь я выполню прием смывка совместно с приемом масляные точки. И в такой конфигурации легче достичь нужного мне эффекта изношенности. Ведь не до конца убранная смывка – это по сути грязь. Современные бетономешалки являются неотъемлемой частью любого строительного процесса, но первые образцы подобных машин с установленной емкостью с бетонным миксером появились в СССР в 1938 году. Тогда в Киеве на базе шасси Як-6 был создан проект С-49. В процессе эксплуатации новинки строительной техники выявилось множество различных недостатков, включая неравномерность перемешивания и низкую подвижность машины. И началась эпоха доработок, новых идей и проектов, которые привели к появлению самых распространенных в СССР бетономешалок. СБ-92 была доработанным вариантом модели СБ-83 на базе краса. Эта бетономешалка имела емкость в 4 кубометра, а при использовании на шасси МАЗ объем увеличивался до 5,5 кубометров. На тот момент технология уже позволяла готовить жесткие бетонные смеси, которые быстро доставлялись на строительные площадки благодаря надежным грузовикам. Смешивание бетона обеспечивалось 50-сильным мотором, и впервые внутреннее оперение барабана было выполнено с винтовым профилем и плоскими лопастями, а в конце 70-х годов СБ-92 перекочевала на шасси грузовиков КамАЗ 5511 в формате СБ-92-1, которая отличалась большей практичностью в эксплуатации и надежностью. С 1977 года впервые заработал Туймазинский завод, который полностью профилировался на выпуске цементовозов с бетономешалками. А на сегодняшний день это крупнейшее машиностроительное предприятие Башкортостана в городе Туймазы по проектированию и производству спецтехники для строительной, сельскохозяйственной, коммунальной и нефтегазодобывающей отраслей. Тогда же была выпущена тестовая модель СБ-113, а с 80-го года завод начал массовое производство строительной техники различных моделей со смесителями для разных типов растворов. А параллельно на Каменском механическом заводе началось производство лицензионной копии немецких машин компании «Штеттер». Преимущественное большинство продукции предназначалось для зарубежного рынка. Ежегодно до 1000 единиц уезжало за границу, тогда как на внутренний рынок поставлялось около 200 единиц техники. Наиболее распространенными и востребованными моделями были СБ-159 с гидравлическим приводом на базе КамАЗ 5511 и СБ-127 на базе КРАС 6505. Последний отличался повышенной емкостью, которая достигала 6 кубов и активно использовалась на масштабных стройках. Также смывкой я пройдусь по кабине, но я не хочу делать ее слишком грязной, поэтому масляные точки на этот раз я пропущу. Я обратила внимание, что у бетоновозов кабина, как правило, чистая, а надстройка, наоборот, излишне чумазая. Также я прокрашу резиновые уплотнители стекол, и это стандартный шаг при работе с моделями АТВД. И, конечно же, я прокрашу огни автопоезда, хотя мне кажется, что на бетоновозе их не должно быть. А маркером от Gemscale я окрашу отражатели фонарей и также ручки на кабине.
А теперь самое интересное, я сейчас буду имитировать застывший бетон. И для этого я использую грязевую жижицу от очередного испанского бренда и добавлю в нее песок. И да, это обычный песок, правда он специально мелкий, чтобы в масштабе песчинки казались либо шматками бетона, либо же щебнем. Работягу надо запылить дорожной и строительной пылью, и для этого приема я использую сухие пигменты и наношу их на раму, а далее и на сам грузовик. А масляными красками я изображу свежий бетон на загрузочном желобе бетономешалки. И вот такой бетоносмеситель у меня получился. Кстати, только во время монтажа видео я обнаружила, что у меня отвалилась одна деталь во время фотосессии. Найдете ее? Если заметили недостающую деталь, то напишите об этом в комментариях. А надеюсь, видео вам показалось залипательным, а если так, то с вас лайк и подписка. А также заглядывайте на мою страничку на Бусти, там больше контента обо мне, вне техники и моделизма. И также там можно сделать донат, если вам нравится мой контент. Увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока!